Здравствуйте! Как подобрать блок питания для светодиодной ленты? Подбирать нужно, исходя из параметров ленты. Длина LED-ленты, напряжение питания, мощность и место ее установки. Зная точную длину светодиодной ленты, можно переходить к следующему параметру, к напряжению питания. Тут возможны два варианта. Либо напряжение 12 вольт, либо 24 вольта. Если блок питания будет стоять неподалеку от самой ленты, то лучше отдать предпочтение напряжению питания ленты и блока питания 12 вольт. Если же блок питания будет выведен далеко от светодиодной ленты, например, в другое помещение, где расположен специальный щиток для слаботочного оборудования, то предпочтительней выбирать 24 вольта. Связано это с тем, что чем ниже напряжение питания, тем больше потери энергии при передаче на более далекие расстояния. На этой ленте указано напряжение питания DC 12 вольт. Мощность блока питания определяется потреблением ленты. Вот на ленте указано 13,5 Вт на метр. Это означает, что каждый метр светодиодной ленты потребляет по 13,5 Вт. Умножив это на длину ленты, которую определили в самом начале, получим мощность потребления всей ленты. Допустим, у нас лента 6 метров. 13,5 умножить на 6 получается 81 Вт. Добавим к этому значению запас по мощности 20%, чтобы блок питания работал не на пределе своих возможностей и прослужил подольше. 20% от 81 Вт это 16,2. Итак, 81 плюс 16,2 получаем 97,2 Вт. Ближайшим по мощности в большую сторону блоком питания является блок питания на 100 Вт. Иногда вместо мощности пишут ток блока питания. Не страшно. Нужно разделить наши 100 Вт на рабочее напряжение светодиодной ленты. В нашем случае это 12 вольт. Делим 100 Вт на 12 вольт и получаем 8,33 ампера. Значит, нужен блок питания мощностью не менее 100 Вт или током не менее 8,33 ампера. Еще один параметр блока питания – это IP – степень защиты от влаги. Для сухих помещений вполне подойдет блок питания с IP 20, а для санузлов или кухни лучше IP, чтобы был более 44. Например, IP65 или IP67. Теперь вы знаете, как выбрать блок питания для светодиодной ленты. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.